Биткоину понадобилось ровно 237 дней для того, чтобы пробить новый исторический максимум выше уровня 75 тысяч долларов. Да, друзья, несмотря на большое количество прогнозов, что мартовский максимум был пиком, после которого биткоин больше никогда не вырастет, мы наблюдаем за тем, как он фиксирует более 10% роста буквально за 3 дня и даже не спешит останавливаться. Это все происходит во время двух важных событий, которые играют решающую роль в будущей цене биткоина. Во-первых, вчера Дональд Трамп победил на выборах и стал новым 47-м президентом США, поскольку он обогнал Камалу Харрис по голосам выборщиков из колеблющихся штатов. Предугадать эту победу было несложно, ведь еще за 2 недели до официальных результатов мы снимали отдельное видео, где я сказал, что 100% победит Трамп. И это самое важное событие года окажет очень положительное влияние на криптовалюту. А поскольку республиканцев считают прокриптовалютной партией, биткоин и показал такой сильный рост, о котором я предупреждал в нашем большом прогнозе на ноябрь. Но также уже буквально через несколько часов нас ждет предпоследнее заседание ФРС в этом году, на котором снизит процентную ставку, после чего выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Он прокомментирует текущее состояние инфляции и экономики США. По прогнозам нас ждет 2 понижения ставки по 0,25% до конца этого года. Как ожидается, снижение ставки усилит падение доходности облигаций, и крипторынок продолжит получать приток капитала от больших фондов, который в октябре превысил 3 миллиарда долларов. Именно об этих двух важных событиях мы поговорим сегодня в ролике, чтобы подвести итоги выборов, узнать, как будет действовать ФРС в конце года, ответить на вопрос, как официальная победа Трампа будет влиять на крипторынок, мы разберем план республиканцев для поддержки криптовалюты, также вас ждет разбор актуальной метрики биткоина, в которой я для вас подготовил ключевые диапазоны покупки и продажи, и дополнительно мы рассмотрим прогнозы на биткоин после выборов и заседания ФРС от популярных аналитиков. За проделанную работу обязательно поддержите ролик лайком, а чем быстрее мы наберем 1500 лайков, тем раньше выпустим видео, где я вам расскажу, что значит победа Трампа для крипторынка. Мы сделаем очень подробный ролик на эту тему, ведь Трамп заменит Байдена только в следующем году, а если мы заранее будем знать, что он и вся партия республиканцев собираются сделать с криптовалютой, то мы сможем вовремя купить перспективные монеты и заработать на их росте. Так что с вас лайки, и мы выпускаем такой полезный контент. За поддержку вам заранее спасибо, меня зовут Влад, вы на канале Coin22, давайте начинать. Итак, дорогие друзья, поскольку сегодняшнее видео выходит прямо в день заседания ФРС, я рекомендую вам сразу подписаться на наш телеграм-канал, потому что там вы найдете самые главные тезисы пресс-конференции Джерома Пауэлла, на которой он прокомментировал последние отчеты по инфляции и дал прогнозы насчет будущей денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, повлияет на фондовые рынки и биткоин. Также мы публикуем актуальные новости и много различной информации для заработка на криптовалюте. Так что подписывайтесь, мы вас ждем. Те, кто смотрел наш большой прогноз на ноябрь, знает, что сегодня ФРС почти со 100% вероятностью снизит ставку на 0,25%. Давайте же дополнительно разберем, как это повлияет на биткоин. Ведь это все-таки предпоследняя встреча политиков ФРС в этом году. И вероятно, Пауэлл будет начинать подводить итоги их работы за этот год и выстраивать денежно-кредитную политику на 2025. Ранее я вам уже рассказывал, что процентная ставка – это важный показатель, от которого сильно зависят инвестиции в рискованные активы. И как раз таки таким активом является биткоин. Повышение ставок необходимо для снижения инфляции. Но, например, когда ставки высокие, это делает кредиты более дорогими, из-за чего экономика сокращается. При этом падает инфляция и укрепляется доллар США. Так вот сейчас, с приближением заседания ФРС, мы видим, как индекс доллара падает и доходность по казначейским облигациям снижается, о чем я говорил в предпоследнем ролике. Глядя на корреляцию доллара с биткоином, мы видим, что когда доллар падает, биткоин растет. Но будет ли он расти после заседания ФРС? И победил ли Пауэлл инфляцию? По последним данным, инфляция в США составляет 2,4%, в то время как цель ФРС это 2%. Но для продолжения активного снижения процентной ставки нужно учитывать и другие данные, как, например, безработицу. Она остается стабильной 2 месяца подряд, на уровне 4,1%. Недавно Пауэлл заявил, что риски снижения занятости возросли, намекая на дальнейшее снижение ставок для поддержки экономического роста до того, как ситуация ухудшится. Более того, прогнозы ФОМС в сентябре предполагал, что ставка по федеральным фондам может упасть еще на 50 базисных пунктов до конца этого года. При этом недавний отчет по рабочим местам
был гораздо ниже прогнозов. А поскольку осталась только ноябрьская и декабрьская встреча ФРС, то вероятно будут проведены еще 2 снижения по 0,25%, что окажет положительное влияние на биткоин. Ну а если говорить о долгосрочных перспективах, то к концу 2025 года ФРС планирует установить процентную ставку на уровне 3,4%, и они стремятся сохранить ее на уровне 2,9% до 2026 и 2027 года. Низкие ставки являются катализатором для роста экономики и с приходом на рынок больших игроков в виде больших фондов, таких как BlackRock, которые за октябрь отправили в биткоин более 3 миллиардов долларов, мы получаем хорошие условия для продолжения восходящего движения. В любом случае, более подробный прогноз можно будет сделать после комментариев Пауэлла, так что не забудьте подписаться на Telegram, где скоро или возможно уже опубликованы тезисы его пресс-конференции. Теперь, учитывая это важное событие, которое происходит прямо сейчас, давайте посмотрим, как там обстоят дела с биткоином и что о нем думают ведущие криптоаналитики. Во-первых, я бы хотел отметить то, что биткоин строго движется в рамках нашего прогноза, который мы делали 31 октября. Как я и говорил, уровень 74 тысячи мы пробили не сразу, а сначала произошел локальный откат в диапазон 68 тысяч и дополнительное тестирование линии тренда. Но после накопления ликвидности вот в этом диапазоне, биткоин зафиксировал резкий рост и пробил уровень 75 тысяч долларов. Но если проанализировать индикаторы импульса и ключевые уровни поддержки, куда же пойдет его цена дальше? Для этого предлагаю рассмотреть классический индикатор реализованной стоимости MVRV от аналитика фирмы CryptoQuant. В отчете указано, что при цене биткоина в 68 750 долларов показатель MVRV составляет 2, что указывает на то, что поверхностная стоимость рынка в 2 раза превышает предполагаемую стоимость на блокчейне. Также они обнаружили, что показатель MVRV недавно превысил годовой средний показатель и сейчас превышает 4-летний средний показатель, который обычно отражает цикл биткоина. Аналитики сообщили, это говорит о том, что восходящая тенденция сохраняется и, как правило, пик цикла приходится на момент, когда MVRV достигает значения от 3 до 3,6. Таким образом, если предположить, что реализованная стоимость остается постоянной, то для коэффициента MVRV потребуется увеличение от 43 до 70%. И если наложить это движение на цену биткоина, мы получаем движение вверх в диапазон 95 тысяч и 100 тысяч долларов. Чтобы оценить ситуацию в перспективе, аналитики объяснили, что по мере роста рынка за счет нового покупательного интереса, вероятно, также произойдет рост RV, и пик может быть сформирован выше этих уровней, если учитывать предыдущие циклы. Конечно, биткоину свойственно двигаться в определенных циклах, а также следовать историческим трендам, как, например, в случае с халвингом раз в 4 года. Но не стоит забывать, что с каждым годом условия меняются. На рынок приходит все больше умных крупных игроков, и нужно понимать, что сейчас биткоину расти сложнее, чем в то время, когда он стоил 1000 или 10 тысяч долларов. Поэтому, чтобы более точно прогнозировать будущую цену биткоина и многих других монет, необходимо использовать множество индикаторов, а также показателей, как это делают аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Они круглосуточно следят за рынком, чтобы предоставлять для вас лучшие точки входа для заработка на движении криптовалюты. Давайте покажу на наглядном примере биткоина. Аналитики Pro заметили хорошую поддержку на уровне 68 100 долларов, и было принято решение открывать лонги, на которых все участники заработали от 75% чистой прибыли. И по такому же принципу мы заработали от 70% на падении TIA и еще на многих других монетах. Если вы новичок и ни разу не торговали, то на старте вы получите подробное обучение с теорией, видеоуроками и полноценной практикой. А чтобы получать пассивный доход во время обучения и трейдинга, мы поможем вам собрать спотовый портфель из лучших монет. Как вы можете заметить, формат работы Pro очень простой, и плюс к этому вам будет доступна поддержка 24/7, чтобы в любое время получать ответы на вопросы. Поэтому, чтобы ежедневно открывать прибыльные сделки и самому научиться анализировать рынок, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Говоря о будущей цене биткоина, я хотел бы вспомнить наши прошлые ролики. Перед началом октября я озвучил свою цель по биткоину на уровне 70 тысяч, когда он стоил 60, и она была достигнута. А в прогнозе на ноябрь я сопоставил все возможные катализаторы и факторы роста, из-за чего целевой уровень составил 80 тысяч долларов, что является вполне достижимой целью. Во-первых, из-за накопления фондов, ведь даже в день крупных оттоков в понедельник BlackRock все равно покупал. А также знаете, кому придется покупать биткоин по высокой цене, что будет толкать его цену вверх?
краткосрочным инвесторам, которые продавали на прошлой неделе выше уровня 70 тысяч. Данные Glassnode показали, что 31 октября краткосрочные держатели продали 54 тысячи биткоинов на сумму почти 4 миллиарда долларов, что стало самым большим показателем с апреля. Краткосрочные холдеры – это кошельки, которые держат биткоины до 155 дней. В этот день также наблюдались огромные ликвидации на более чем 200 миллионов долларов. Причем ликвидации лонгов продолжались на протяжении всей недели. Да, это негативная новость для трейдеров, но положительная для холдеров. Ведь после фиксации прибыли выше 70 тысяч, а также после больших ликвидаций, сопротивление для продолжения роста снизилось. И теперь те краткосрочные инвесторы, которые вернутся на рынок, им придется покупать биткоин гораздо выше прошлой цены покупки. Чтобы в этом убедиться, можем воспользоваться данными от IndoTheBlock. Последние данные показывают, что в диапазоне 66 700 и 68 730 долларов 2,5 миллиона адресов купили 1,1 миллион биткоинов. Данный показатель сигнализирует о том, что биткоин находится на относительно сильной поддержке по сравнению с его сопротивлением, с которым он сталкивается при росте. Это говорит о том, что путь с наименьшим сопротивлением для биткоина находится выше ключевого диапазона накопления, а также выше уровня 70 тысяч. Также данные от все той же фирмы IndoTheBlock показали, что транзакции биткоина выросли на 7,8% за последние пару дней. Кроме того, коэффициент соотношения лонгов к шортам имеет значение 1,2, что подчеркивает сильное бычье настроение среди трейдеров. Ну и дополнительно, открытый интерес вырос на 3%, что указывает на растущий интерес и формирование новых позиций со стороны трейдеров. Поэтому внимательно следим за встречей ФРС и будем анализировать комментарии Пауэлла, ведь это обязательно окажет влияние на биткоин. Но также на повестке дня у нас итоги выборов в США, ведь вчера стало известно, что победителем стал Трамп. Дональд Трамп был избран 47-м президентом США, получив 277 голосов коллегии выборщиков, в то время как Камала Харрис получила 224. Трамп также лидирует по общенациональным голосам с почти 71 миллионов голосов, а у Камалы Харрис насчитывается 66 миллионов. И эта победа знаменует собой историческое возвращение Трампа, который проиграл выборы 2020 года Джо Байдену, и с тех пор он столкнулся с многочисленными судебными разбирательствами и пережил даже 2 покушения. В своем заявлении в прямом эфире Трамп сказал: «Многие люди говорили мне, что Бог сохранил мне жизнь не просто так, а ради спасения нашей страны и восстановления величия Америки. И теперь мы выполним эту миссию вместе». И на фоне такой победы Трампа биткоин пробил новый исторический максимум выше уровня 75 тысяч долларов. На протяжении большей части 2024 года трейдеры выражали позитивные взгляды относительно ценового потенциала биткоина в случае победы Трампа на выборах. И в течение всего года кандидаты от обеих партий меняли свои взгляды на регулирование крипторынка. На выборах в США в этом году были избраны сотни кандидатов, выступающих за криптовалюту. Данные Coinbase показывают, что в большинстве штатов были избраны политики, поддерживающие криптовалюту. И только в некоторых штатах не избрали кандидатов, которые поддерживают криптовалюту. Данные SWC показывают, что в Палату представителей были избраны 247 кандидатов, выступающих за крипту, а 113 чиновников выступают против криптовалюты. Также в Сенате были избраны 15 кандидатов, выступающих за криптовалюту, в то время как 10 кандидатов, которые не поддерживают крипторынок, получили свои места. Но об этом мы, конечно же, еще сделаем отдельное видео, где расскажем, как на рынок будет влиять Трамп и политика республиканцев. Поэтому напоминаю вам, чтобы вы поддержали данный ролик лайком. Но несмотря на достижение нового исторического максимума, трейдеры ожидают, что цена биткоина останется волатильной, и изменения в позициях участников рынка отражают это настроение. В первую очередь, это связано с оттоками капитала из ETF, ведь 4 ноября был зафиксирован второй по величине отток со дня запуска ETF на уровне 541 миллион долларов, а 5 ноября также был отток 116 миллионов долларов, но это не помешало биткоину пробить уровень 75 тысяч. Следовательно, пока эти показатели не стабилизируются, есть риски высокой волатильности рынка. Также аналитик опционов Марсель Пехман сказал, что трейдеры в целом настроены более оптимистично, особенно 7 ноября, 15 ноября и 29 ноября. Большинство новых ставок было сделано на цене от 72 до 75 тысяч или выше. Заметная покупка опционов по 64 тысячи говорит о некотором страхе, и маркетмейкеры сталкиваются с более высоким риском. Дополнительно, республиканцы получают большинство в Сенате. По последним данным, республиканская партия впервые за 4 года обеспечила себе контроль над Сенатом после переизбрания сенатора Деб Фишера в Небраске. Новый Сенат с республиканским большинством может сыграть решающую роль в принятии закона о финансовых инновациях и технологиях в 21 веке, сокращенно FIT-21, который ограничит юрисдикцию СЕК в отношении криптовалюты. Рассмотрение этого законопроекта застопорилось в банковском комитете Сената после того, как Палата представителей приняла его в мае. Данный законопроект избавит крипторынок со стороны давления СЕК и будет направлен на развитие криптоиндустрии.
Америки. Также кандидат от республиканской партии, выступающий за криптовалюту, Берни Морено, выиграл место в Сенате Огайо у действующего демократа Шеруда Брауна. Победа Морено не только добавила в Сенат еще одного сторонника криптовалют, но и устранила влиятельного политика, выступающего против криптовалюты, который возглавлял банковский комитет Сената, что сыграет решающую роль в принятии законов о криптовалютах. Хотя вчера состоялись выборы в Сенат, новые сенаторы займут свои места только в январе 2025 года, а законопроект FIT-21 может быть принят на сессии, когда политики встречаются после выборов, но до начала работы нового Конгресса. На данный момент у республиканской партии небольшое преимущество в Палате представителей – 179 мест против 150 у демократов, но до выборов еще далеко, поскольку осталось разыграть 106 мест, так что будем следить за тем, кто же займет больше мест в Сенате. Тем временем криптоаналитики считают, что биткоин продолжит свой рост. Например, аналитик Герт Ван Лаген уверен в том, что биткоин накопил сильный бычий импульс для перехода в параболический рост, как вы можете видеть на этом графике. Его прогноз поддержал популярный аналитик CryptoRover. Он обратил внимание на то, что предыдущая победа Трампа на выборах вызвала памп биткоина на 2700%, из-за чего история может повториться. Хотя нужно понимать, что тогда Трамп не поддерживал биткоин. Продолжение роста биткоина также прогнозирует аналитик CryptoGoz. Его теханализ указывает на то, что у биткоина есть силы для движения к новым максимумам. А вот аналитик Михаэль Ван де Пон считает, что после обновления нового максимума у цены биткоина сейчас пришло время для роста альтов. И кстати, в прошлом ролике мы уже делали для вас топ лучших монет на ноябрь этого года, так что советую обязательно посмотреть. В общем, как вы можете заметить, у биткоина достаточно и долгосрочных, и краткосрочных положительных катализаторов. Да, динамика роста его цены сильно отличается от той, которая была в конце 23-го и в начале этого года, но то, что восходящий тренд сохраняется, это уже положительный сигнал для самого биткоина и, конечно же, всего крипторынка. Если вы планируете покупать биткоин, то используйте диапазоны из нашего прошлого прогноза, а мы продолжаем следить за его динамикой, а также актуальными новостями, чтобы держать вас в курсе важных событий. И чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, если еще не подписаны, ведь там вы найдете тезисы Пауэлла и много всего другого. А чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчик. В комментариях жду ваши вопросы, если что-то было непонятно, а также ваши прогнозы. Всем удачи и желаю вам побольше прибыльных сделок. До скорых встреч!